Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Это не типичное видео для моего канала, но информация может многим пригодиться. В этом видео я расскажу вам, как на самом деле возможно купить автомобиль в Канаде за один день. Далее в видео опишу все шаги, которые нужно предпринять, чтобы у вас это получилось. Я нахожусь в Канаде уже 8 месяцев, и мы купили машину спустя 2 месяца пребывания здесь. В нашем случае речь идет о подержанных машинах. Искать такие лучше на Facebook Marketplace. Так как самый лучший вариант купить нормальный автомобиль – это приобрести его непосредственно у владельца. Некоторые советуют искать автомобиль на авторынках и автосалонах подержанных машин. Мы такой вариант тоже проверили, но он нам не подошел, так как, во-первых, там завышенные цены, иногда в 2-3 раза, и состояние автомобилей хуже заявленного. Для начала нужно найти 2-3 автомобиля, которые вас интересуют, и договориться об осмотре в один день. Таким образом у вас сложится адекватное понимание о состоянии автомобиля, его владельце и ценовой политике, которая подходит вам. Предположим, вас устраивает один из этих автомобилей и вы хотите его купить. Вот что для этого нужно. Если машина хорошо выглядит внешне, вам все равно нужно убедиться, что владелец вас не обманывает. Для этого вам нужно запросить у владельца 2 документа. Сертификат Safety, по сути техосмотр, и Carfax. Это история автомобиля. Не у каждого владельца есть эти документы. Safety актуален всего 1 месяц, а Carfax не каждый владелец делает. Он для оформления автомобиля в целом не нужен. Даже если Safety есть у владельца, вам все равно нужно поехать в автосервис, чтобы убедиться, что информация в документе соответствует состоянию автомобиля. Так как сертификат Safety здесь легко подделывают. Safety может стоить от 90 до 140 долларов канадских. Просто проверить автомобиль без оформления сертификата Safety может стоить около 50 долларов. По приезду в автосервис можно сразу сказать механику, что нужно поднять авто и убедиться, что состояние автомобиля соответствует описанию в документе. Далее, если вы убедились, что с Safety все в порядке, нужно запросить у владельца Carfax. Если его нет, вы можете сделать его сами. Для этого вам нужен всего лишь ВИН-номер авто. Carfax что это? Carfax – это полная история автомобиля, включая всех владельцев, все аварии и прочее. Если была авария, там будет указано, насколько она серьезная и сколько было потрачено на ремонт. В Канаде очень дорогой автосервис, и счет за ремонт около 6 тысяч может означать незначительные повреждения, такие как замена бампера и лобового стекла. На основе Carfax вы можете понимать, лжет вам владелец или нет. И также для себя решить, стоит ли с ним связываться. Carfax стоит около 60 долларов. Carfax получают онлайн на сайте. Далее оформление. От владельца нужны его документы и документы на автомобиль. От вас нужны ваши документы и страховка на этот автомобиль. В целом страховку можно оформить и минут за 10, но учитывайте, что иногда подтверждение этой страховки можно ждать 48 часов. Так было у нас, но мы оформляли страховку в воскресенье. Получили подтверждение в понедельник. Цена страховки зависит от опыта вождения, категории прав, марки авто и года авто. Лучше оформлять покупку машины, если у вас права категории G2 или Full G. Это сильно влияет на цену страховки. Также при оформлении вам понадобится сертификат Safety. Если его нет, вам дадут наклейку на номер за 15 долларов, который позволит вам ездить на автомобиле 10 дней, и за это время вы должны будете оформить Safety. Далее стоит учитывать, что номерные знаки здесь принадлежат владельцу, а не автомобилю. При оформлении вам также нужно будет купить номерные знаки. Стоит это 50 долларов. Такой момент. Стоит учитывать, что сервис, в котором вы будете оформлять ваш автомобиль, сам присваивает рыночную стоимость, от которой будет зависеть размер налога. Эту рыночную стоимость присваивают в зависимости от года автомобиля, марки и истории. То есть сначала вы платите владельцу оговоренную сумму, а затем в сервис Ontario вы платите налог, который они сами назначат. Иногда сумма, которую вы заплатите владельцу, и сумма, присвоенная сервисом Ontario, может сильно отличаться. Но рыночную стоимость, которую присваивает сервис, вы не платите. Они рассчитывают ее только для того, чтобы обозначить налог. Как я уже сказала, купить автомобиль, все оформить и сесть за руль можно в этот же день. Просто для этого нужно правильно подойти к вопросу. Основная трудность заключается в поиске автомобиля и общении с продавцами. Для наглядности расскажу нашу историю. С момента активного поиска автомобиля до ее покупки и полного оформления у нас прошло 4 дня. Мы поездили по салонам, авторынкам, посмотрели автомобили у владельцев и перекупщиков.
На третий день мы нашли автомобиль, который нам понравился. Внешне он выглядел очень хорошо, но владелец сказал, что у него нет ни Carfax, ни Safety. Мы взяли тест-драйв на этом автомобиле и после его осмотра попросили у владельца VIN-номер. Сказали, что проверим историю автомобиля самостоятельно и дадим ему ответ. Мы приехали домой, запросили Carfax. В этот же день нам позвонил владелец и сказал, что он нашел свой старый Carfax. Владелец сказал, что у этого автомобиля была серьезная авария лет 5 назад. И если мы решим купить этот автомобиль, он сбросит нам цену. Но мы все равно запросили Carfax и перепроверили, насколько серьезная была авария, как давно и какая цена была потрачена на ремонт. Мы убедились, что эта авария была более 5 лет назад, и после этого автомобиль проездил более 70 тысяч километров без проблем и происшествий. Мы решили покупать этот автомобиль, но сказали владельцу, что мы не будем оплачивать стоимость авто до того, как сделаем сейфти. И на следующее утро мы поехали в автосервис делать этот сертификат. В сервисе нам сказали, что состояние автомобиля хорошее. Оформление этого сертификата оплачивали мы. Сразу после получения этого сертификата мы оформили страховку онлайн. С учетом прав Full G страховка нам обошлась в $220. У владельца автомобиля права категории G2. Его страховка стоила $250. Далее мы поехали в банк оплатить автомобиль. После чего поехали в сервис Онтарио. Значит, изначально цену на этот автомобиль владелец озвучил $7800. После того, как он нашел Carfax, он скинул нам цену до $6500. Есть еще такой документ, как Bill of Sale. Это документ, написанный от руки владельцем автомобиля, в котором указано, за какую цену он продал вам автомобиль. В нашем случае владелец автомобиля написал в этом документе, что он продал нам машину за 4000. Иногда этот документ может повлиять на присвоение рыночной стоимости в сервис Онтарио. Иногда, как повезет, зависит от офицера, который будет рассматривать. В сервисе Онтарио автомобилю присвоили стоимость, равную 6000. И соответственно от этой суммы был назначен налог. Наш налог составил $980. Далее владелец автомобиля в документе указывает имя нового владельца, оставляет свою подпись и отдает документ работнику. Далее работник сервиса отдает тебе пакет документов уже на твое имя. С этого момента автомобиль ваш. Далее здесь же вы покупаете номера, которые вписываются в эти же документы, предоставляете им страховку и сейфти сертификат. И все, вы можете садиться за руль. В конечном итоге мы потратили на автомобиль около 7500. С учетом цены авто, оформления Carfax, оформления страховки, сертификата сейфти, покупки номеров, ну и плюс какие-то мелочи. У нас автомобиль Hyundai Elantra 2015 с пробегом 100 тысяч. Далее мы сэкономили на страховке, подвязав ее с нашей Tenant страховкой. Это страховка аренды жилья. И цена на страховку автомобиля опустилась до 170. Так мы стали счастливыми обладателями автомобиля, которым мы полностью довольны и который нас ни разу не подвел. Вывод. Подходите к покупке машины с умом и предусмотрительностью. Если остались какие-то вопросы, не стесняйтесь спросить в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк и удачи вам с покупкой авто!